Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев на связи, политтехнолог. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Михаил, начать наш разговор я хочу с поездок Зеленского в Турцию, потом в Сирию. Очень странно это выглядит на фоне того, вообще, как развивается, как спираль эскалации закручивается. В общем, Стамбул, Турция, давайте там проводить переговоры. Ну и в Сирию отправили в сопровождении турецкого представителя, как бы навстречу с Джулани. Там тоже и продовольствие, и дроны, и безопасность. Есть мнение, что вот этот визит как раз-таки и был нацелен на то, чтобы прекратить удары по Черному морю, но видим, что прошло буквально несколько часов, удар по Новороссийску, по нефтеналивному комплексу, да, по порту, и кажется, что как бы Зеленский не управляем в этой истории. То есть удары продолжаются. Цена на энергоресурсы только растет. Получается, что турок обманул Зеленский, потому что вот точно, вот 100% там были вот эти вещи обсуждались, ударов по танкерам и ударов в территориальных водах Турции по российской нефти. Смотрите, по моей информации, вообще ключевым вопросом, да, визита в Турцию, по крайней мере, надо понимать, что вот я всегда подчеркиваю эту историю, и тут никакой конспирологии, турки – это ключевые партнеры Лондона на Ближнем Востоке на самом деле. Они играют для них роль этакого прокси, ну или операционного центра, да, и, опять же, союзника в вопросах Закавказья, то есть Южного Кавказа, в вопросах Ближнего Востока. Это все турецко-лондонские истории. Естественно, давайте говорить прямо, мы с вами это часто обсуждали, Зеленский – это тоже часть, такой большой лондонской конструкции, в данном случае конкретно в Европе. Что волновало конкретно турок? И почему был согласован этот визит? По большому счету, это, я бы не сказал, что это вызов на ковер Зеленского, да? Но в целом причина действительно связана с безопасностью трафика нефтегазового, да, и в первую очередь с потоками. Вот в первую очередь с голубым и южным потоком, которые являются на сегодняшний день, да, одним из базисов стабильности экономики той же Турции. Вот на сегодняшний день. Есть неиллюзорная, вполне конкретная задача, как я понимаю ее, у Зеленского, его окружения, а также его, назовем так, партнерами и сюзеренами, возможно, в Лондоне и ряде европейских столиц. Мы это обсуждали по сокращению российского углеводородного экспорта. Важнейшим его элементом, по крайней мере, в Южной Европе являются как раз потоки газовые. Да, те самые, которые идут через Турцию. И Турция является хабом, ключевым на сегодняшний день для Южной Европы. С учетом того, что альтернатива, существующая для Южной Европы, это только Алжир и отошедший в мир иной, скажем так, Катар, да, и другие там нефтегазовые государства Персидского залива, это уже вопрос даже не просто стабильности, это вопрос, скажем так, гарантий среднесрочных уже даже, среднесрочной безопасности на этом самом даже не рынке, а в экономиках не только даже уже Турции. То есть это вообще страны Южной Европы как таковые. Здесь, кстати, очень хорошо подоспела история, буквально свежая, от разведки Сербии, которая заявила, что готовилась попытка диверсии на нефтепроводе, который идет между Венгрией и Сербией. Да? Вот прямо в жилу, что называется, в тютельку попадает эта история. Конечно же, Зеленского попросили объясниться. Потому что это ведь не только заявление российского разведсообщества о готовящихся диверсиях на потоках. Не только. Это и турки даже, на самом деле, регистрируют и формулируют. Пусть, конечно же, не настолько публично об этом говорят. И это все вызывало, конечно же, тревогу. И речь, вероятно, по информации существующей, действительно шла об обязательствах Киева не атаковать потоки. Голубой и южный поток. Вероятно, речь не шла про танкеры, вероятно, речь не шла про нефтеналивные терминалы и, скажем так, перегрузочные мощности. Вот атака на Новороссийск, тому подтверждение ярчайшее. Что до Сирии. Сирийская история, она ведь тоже в достаточной степени завязана на турецкий вопрос. Конечно же,
действующий сирийский, ну, скажем так, режим, да, давайте уже без купюр говорить, это история протурецкая в целом. История, безусловно, протурецкая. Конечно же, Шараат, Желани, как хотим его так и называем, как бы, но он вписан в более широкий контекст. Он даже в Москву приезжал, да, и вполне себе с ним общались там, что называется. Вот. Но при этом он не перестает быть в целом человеком протурецким. Он не перестает быть вписанным в более широкие контексты. Больше того, ведь сейчас возник целый ряд, ну, активизировались после многих-многих лет целый ряд проектов, как говорят, ближневосточных по ниточкам трубопроводов, которые, возможно, пойдут через Турцию. Если кто запамятовал, это был один вообще из вопросов, который стал причиной кризиса в свое время сирийского и режима Асада. Потому что речь шла как раз про доставку дешевого трубопроводного, получается, газа, да, через Сирию в Европу. И эта сильная история тогда не нравилась американцам и, в общем-то, и Лондону. Потому что Лондон, наряду с Норвегией, да, играет значительную роль, например, для, например, Западной и Северной Европы тоже в поставках газа. Ну, в первую очередь, конечно, норвежцы добывают, но концессионерами там являются в значительной степени как раз британские компании. Но это мы сильно назад отмахнулись. Но вот сейчас это все начинает снова, с учетом кризиса в Персидском заливе, возрождаться. И почему визит Зеленского тут важен? Ну, во-первых, мы уже обсуждали, опять же, история с этим его вояжем по ближневосточным странам Персидского залива, точнее. О военной, откровенной компоненте, которая присутствует по морским дронам. Кстати, помните, мы это в порядке инсайдов обсуждали про морские дроны украинские. А потом это официальная информация пришла от самого Зеленского, что да, мы договорились про морские дроны. И база-то самая в Дубае, это была база про морские дроны. И программа это в целом специальная лодочная служба Великобритании. И все это в контур турецко-сирийский, ближневосточный вписывается. И визит Зеленского это скорее как бы вот визит топ-менеджера британского, связанный со всеми этими делами. В Турции он обсуждает вопросы стабильности газовых поставок для турок. Это эксклюзивно важно, исключительно важно. В Сирии он обсуждает вопрос, скажем так, вероятно, сухопутной операции против Ирана. Вероятно. И задействование украинских контингентов, как это было в свержении режима Асада. Где Ну, то есть, я правильно понимаю, Украина хочет поучаствовать в сухопутной операции? Значит, хочет. Украина должна там поучаствовать. Украинцы туда отправляют поучаствовать. Силы специальных операций Украины и, ну, будем говорить прямо, дроноводы и специалисты по беспилотным технологиям украинские были задействованы в вопросах, скажем так, кампании против Асада и задействованы в Идлибе. Прямым текстом об этом говорят инсайдеры. В данном конкретном случае совершенно точно готовится сухопутная операция против Ирана. Совершенно точно. И сирийские наемники будут в этом вопросе. Это единственная, собственно, это заинтересованность даже и турецкого, и сирийского нового руководства. Вот эти ребята, скажем так, буйные, будем говорить прямо, да, их ведь желательно куда-нибудь направить из Сирии, чтобы они создавали проблемы. Ну, понятно, то есть я правильно понимаю, с курдами не удалось, хотя курдов упоминал Трамп недавно. Вообще, конечно, история закручивается интересная, в том числе и в участии украинских сил в вот этой будущей сухопутной операции. Вероятно, да. Не очень-то это к лицу Трампу, Биби Нетаньяху. Вы же заметили, что Нетаньяху как бы в стороне, и с турками у него показательная политическая вражда, экономически там по-другому вещи происходят. На самом деле там торговля идет, все там идет, как бы, но это все, в общем-то, идеологически, политически, это вот прям вражда. Прям. А тут Зеленский, вот скажем так, так подождите, а какой тогда контингент и какой тогда политический смысл формировать из сирийцев, украинцев, ну и прочих товарищей, кто может вторжение в Иран? И что тогда это принесет главным бенефициаром? Трампу, который тут уже матерится в соцсетях, говорит, я вас разбомблю. Понимаете, Нетаньяху, который говорит, мы тоже, в общем, будем продолжать удары по Ирану. Да, слушайте, они не могут выйти из этого кейса уже, из этого кризиса, не могут выйти без сухопутной операции. В любом другом случае для них это, ну, серьезнейшие политические последствия. Мы обсуждали, конечно же, что Трамп и его бизнес-окружение сейчас сильно зарабатывают на кризисе.
И, вероятно, это часть плана. Ну, на самом деле, часть плана, я уверен абсолютно, что рукотворный кризис, который пошел не так, на самом деле, развился не там и не так, как предполагалось. Естественно, предполагалось совершенно все не так с иранской операцией. Но раз уже есть, что называется, мы зарабатываем. Но никто задачи стабильности для республиканцев и команды Трампа в США не отменял. Не отменял совершенно точно. И в этом случае это скорее подневольная история. Лондон бы не хотел в этом участвовать. Собственно, они демонстрируют. Киев бы в целом тоже не хотел бы в этом участвовать, если не получает, скажем так, какие-то бенефиты, да, и пряники, что называется, от Трампа в обмен на эту поддержку. Но это та самая ситуация, как мне кажется, когда они, ну, как бы вынуждены этим заниматься. Вынуждены, потому что, ну, как бы там ни было по-прежнему, и Киев, и Лондон прилично зависят от Вашингтона. Прилично. И в данном случае совершенно очевидно, что Штаты подталкивают, мягко говоря, вот этот союз, если угодно, к вовлечению в ближневосточную историю. При этом совершенно не очевидно, а что, собственно, Зеленский собирается из этого выручить, поэтому я говорю, что эта история подневольная. Мгм. По поводу Ирана давайте немножко сфокусируемся. Приходит Да. информация о том, что нанесен был удар, причем достаточно точный, по ядерному объекту Парчин к востоку от Тегерана. Значит, Мгм. неподтвержденные данные. Сейчас, наверное, к моменту нашего выхода нашего интервью будет больше информации. В общем, это объект по обогащению урана Да. и связанный с разработкой конкретно ядерного оружия. В результате атаки объект полностью уничтожен. В общем, перемога. Показывают картинку, все, в общем, как положено. Ультиматум не вышел Трампа, но там остается там, менее 24 часов. Причем он был так продлен, этот ультиматум. Не в первый раз. И вполне вероятно, может быть, еще продлен. Почему Да. бы и нет? Это Трамп. Как вам видится развитие событий вокруг Ирана? Армуз говорит, не будем открывать Иран со своей стороны. Трамп топает ножкой, в общем, все как положено. Явно, что катарсис будет это сухопутная операция. Да. Но давайте так. Насколько локальным будет этот, ну, скажем так, ну, этот момент, да, использован. Потому что широкий фронт, если вдруг образуется на территории Ирана, он ведь тоже имеет все перспективы затянуться. Причем на неопределенное количество времени. Гарантированно затянется. Гарантированно затянется. А у Ирана много людей под ружьем. Прям много. Это реальная возможность увязнуть там на годы, как в Ираке или Афганистане. Поэтому я предполагаю, что задумывается, ну, такая себе двойная история. И, в общем-то, специалисты военные, да, имеется в виду там военблогеры и эксперты по военным вопросам говорят об этом следующем, что это создание прокси-давления, вот те самые сирийские, возможно, контингенты, еще какие-то, возможно, какие-то в Ираке контингенты будут найдены, хотя там очень на сегодняшний день уже тоже нестабильная история, да, и проиракские прокси тоже там уже расшалились, что называется, по полной. Вторая эта история, это непосредственно американские контингенты. Они ограничены. В первую очередь речь идет про 82-ю воздушно-десантную дивизию. Да? Но ее общий штатный состав до 20 тысяч человек. Сейчас только часть из них переброшена. Я уже упоминал несколько раз, эта история хорошо афишировалась с той самой подлодкой класса Агая, которая заточена на самом деле под специальные операции и доставку там боевых пловцов, если совсем уже. И там 4 таких подлодки, всего штатного количества этих подлодок класса Агай. Вот одна из них такая шла через Гибралтар как раз куда-то в восточном направлении. В Средиземное море заходила. И, возможно, дальше там еще отправиться в Персидский залив. То есть с высочайшей вероятностью это попытка установления контроля над рядом островов иранских. Я, честно говоря, даже сильно сомневаюсь, и специалисты, если будем говорить прямо, сильно сомневаются в операции против Бандер-Аббаса, потому что все-таки это миллионная агломерация. Ну, блин, не 20-30 тысяч, ничего там не решишь. Зайти можно, установить полное господство в небе на этом участке можно. Что потом с этим делать? Ну, вот, очевидно, что нерешаемая история. При этом создать видимость контроля Ормуза – это, вероятно, политическая цель в данном случае для Трампа.
а с помощью прокси оказывает давление уже в целом на Иран и на иранское руководство. Вот именно каких-то прокси, которые появятся явно не в Южном Иране. Явно не в Южном. Скорее, это где-нибудь там, ну, там иранский Азербайджан, вот западная граница Ирана. Скорее всего, там где-то. Соответственно, это двойная история. С одной стороны, это уже оказывает непосредственно долгосрочное воздействие через прокси. А вторая, это ну, показательно. Это хвост машет собакой. Это операция, которая призвана выровнять политический контекст для Трампа. Потому что открыть судоходство в Ормузе они не смогут. Даже если установить контроль, даже за Бандер-Аббасом установить контроль. Даже если Харьков остров возьмут. Но создадут проблемы Ирана, конечно же. Но его, по идее, еще удержат. Там еще ряд островов называется. Ну, повторюсь, выглядит это будет скорее как демонстрация политическая. И она, конечно же, Трампу необходима, вне всякого сомнения. Но пока все развивается именно в этом направлении. Прям вот, ну, свежий переговорный процесс, который мы получаем прямо сегодня. Новости про эти 45 дней. Про то, что Иран эта история не устраивает. А Иран в целом-то оседлала этого конька, скажем так. Потому что именно Иран сейчас задает ну, динамику, что ли, переговорного процесса. Динамику развития кризиса. Иран вошел сейчас в долгосрочное явно планирование с пониманием всех издержек. Тяжелейших, конечно, для Ирана и с потенциальным, скажем так, разрушением значительной части нефтегазового комплекса иранского, с пониманием, что выход может быть только или, что называется, в гроб для нынешней власти иранской, либо в конкретную, будем говорить прямо, ну, такую сделку, которая будет выглядеть для Ирана как победа. Так а почему не получается эта сделка? Ну вот Иран отказывается от Потому что временного перемирия. А зачем? Это нужно Трампу, а Ирану сейчас это не нужно. Иран хочет получить... Понятно, что это максимализированное требование. Иран хочет получить аналог контроля за Суэцким каналом, да, аналог контроля за Ормузом. Это максимализированное требование, не будет такого. Но пересмотреть, скажем так, условия и, главное, снятие санкций, они пока этого еще не получили от Штатов, скажем так, и гарантий, что не будет новых операций. Плюс я уверен, что вопрос потенциальный, я подчеркиваю, ядерного оружия, он экзистенциальный уже для израильского руководства. И Израиль, конечно же, сильно влияет на переговорный процесс. Да, у Биби Нетаньяху свои цели. Он, собственно, тоже давно уже находится в режиме политического выживания. У него, как в том, у меня или в прокурору, или в ЗАГС. То есть у Нетаньяху все очень просто. Нетаньяху хочет продолжать воевать, потому что иначе он просто сядет. Михаил, теряя свой пост, это все для него как бы конец. По Нетаньяху. Смотришь там на израильском телевидении, говорит, надо влупить ядерной бомбой, и многие эксперты говорят, что так это неизбежно. Вот как вы говорите, неизбежна сухопутная операция, а другие говорят, что неизбежно, что Израиль применит какое-то тактическое ядерное оружие в определенный момент развития этого кризиса. Одно с другим сочетается или наоборот разнится? Это просто. Только вопрос шоп-шоп. Ну, я не вижу, я вообще до сих пор не понимаю, очень часто за последние пару лет мы слышим самые разные разглагольствования, давайте так, по поводу ядерного оружия, тактического ядерного оружия, там, ядерных грязных бомб каких-то. Чтоб что? Ну вот где и как эта тактика, назовем ее так, вот против Ирана, ну, использует Израиль что-то, что у него, вероятно, есть. Повлияет это на устойчивость иранского режима? Да нет. Не повлияет. Нанесет это какой-то экзистенциальный урон стабильности и обороноспособности Ирана? Да нет. Ну, давайте так. Единственный раз в истории, когда это было применено против японцев, Япония и так проигрывала ту войну. И это всем было понятно и в Японии, что все, ну это уже гоплы. Ну, то есть конец. А это просто был аргумент для японского же руководства сказать своим гражданам, ну, ребят, ну куда уже, все. Ну так а почему, подождите, а почему для иранского руководства, которое сейчас вообще вот так вот меняется, очередного там разведчика ксировского сегодня подтвердили, что во время ударов убили, то есть это все мы видим, да, то есть выйдет руководство, скажет, ну все, то есть ядерное оружие применили. Им не надо, они не проигрывают, вот в чем дело. Без сухопутной операции они не проигрывают. У Японии
Огромная машина американская, разогнавшись, на тот момент находилась уже под домом. Еще и Советский Союз висел там. И потом мы помним эту Квантунскую операцию, все дела. Ну, то есть там уже было понятно. А здесь-то что? У них нет прямой угрозы. И там применяй, не применяй, без сухопутной операции там, с миллионами задействованных людей Иран не возьмешь. Он не проиграет просто. Вот и все. Это сильно разная история. Ну, скажем так. Во-первых, младший Хаминеи непонятно где. При этом, ну, он наверняка жив. И предположения определенные есть. Называют там и Китай, и Россию, где он вообще, в принципе, может находиться. Вообще не на территории Ирана может находиться. И оттуда руководить процессами. Соответственно, ну, а как это повлияет на это? Да никак. Если бы огромное, хотя бы как в свое время там, во время иракской операции или кувейтской операции, там 300 тысяч или 500 тысяч, там до 700 тысяч было, контингент доходил, да, стояла у границ Ирана, это другая была постройка. Где? Нету. Даже близко нет. И даже если какие-то прокси появятся, это ну, десятки тысяч. Но не миллион и не полмиллиона. Ирану ничего не угрожает. С учетом союзников, будем говорить так, Ирана, вообще ничего не угрожает. Все. Поэтому, ну, применяй, не применяй Нетаньяху тактику, ничего не решит это. Только вызовет, ну, еще больше на изоляцию. Вот тогда уже тех даже, кто находится в состоянии холодной войны на Ближнем Востоке с Израилем, ну, мягко говоря, поменяют свою позицию. Мягко говоря. Приходит документ, проект бюджета США на следующий год, где ни слова об Украине. Есть 18 миллиардов для каких-то других стран, ну, собственно, и все. Может быть, в этих странах есть Украина, может быть, нет. Вообще непонятно. С одной стороны, очень показательная история, ее отмечает Дмитриев, переговорщик от России. Но логично, так вот, ну, просто если здраво посмотреть, ну, сейчас нету, ну, потом появится. Это же дело как бы не хитрое. Нет, это дело техническое. Другое дело, что я не вижу никаких предпосылок готовности штата что-то финансировать на Украине. Украина действительно к июню заканчиваются деньги. Ну, то есть просто все. По моей информации, расчет на особые резервы Европейского Союза и кое-какие гарантии, которые дала Урсула фон дер Ляйен. У них есть ресурс, который они могут задействовать в исключительных ситуациях, например, как во время ковида было. Да? У них такой там до триллиона евро, на самом деле, огромная бочка есть. И вроде бы, как я понимаю, на самый худший вариант европейцы пообещали какую-то поддержку Зеленскому, но это, конечно же, речь только про военный бюджет идет. Что будет после июня с гражданской частью расходов бюджета? Но, скорее всего, будет совсем плохо. Потому что пока не видно. Я говорил о том, что в зависимости от итогов, конечно же, выборов в Будапеште, какие-то решения так или иначе по этому репарационному кредиту будут. Но сейчас все выглядит так, что проблемы, разворачивающиеся в самом Европейском Союзе, формируют обстоятельства, когда, в общем-то говоря, не до этого репарационного кредита. И визит Каллас в этом смысле абсолютно показательный. Она даже не хулила, что называется, Орбана за эту историю. Просто сказала, что мы не понимаем, дадим или не дадим. Пока не похоже, что дадим. Вот. Поэтому, вероятно, с лета ситуация с расходами бюджета на социалку будет очень плохой. Как минимум. Вероятно, военные расходы будут поддерживаться на каком-то уровне минимальном. Есть такой депутат Мирешко, говорит, что Да. хватает на 10 лет ресурса. Проблема только в управлении и использовании, ну, собственно, этого человеческого ресурса. Имеется в виду крепостные, ну, те, которых можно брать и хватать и отправлять на войну. Причем тут вышло недавно вот тоже Решетилова, это военный как бы омбудсмен, говорит, вообще какие-то жуткие случаи, да, то какие-то там 2000 человек вообще непригодных нашли. То нашли какое-то целое там подразделение, которое числится, что оно на передовой, получает боевые, отправляет все командиру. Причем это там массовое явление. И, в общем, вот такая история. То есть тут же очень важно сейчас понять как бы предел прочности. Без финансирования или с добавочным финансированием от Европы. И сроки. Ну вот представляете как? Зеленский 2-3 года говорил, помните, мы с вами обсуждали, а тут уже 10 лет давайте. В общем, как я, если честно, немножко потерялся, знаете, вот в этот период все, и вы тоже, наверное, знаете, что все же как сравнивают военные бюджеты,
Ну, вот, то Мгм. есть берут вот этот показатель, макропоказатель, типа там сколько-то у России, сколько-то у Украины, и вот как бы видят, что война или заканчивается, или продолжается. Вы заметили, в последнее время вообще никто о деньгах не говорит. Такое ощущение, что как бы вопрос решенный, это он как-то вообще левый вопрос, вообще никому не нужный. Так денег нет, и по бюджетам несопоставимая история. Видите, как все говорят о каких-то годах, ну, десятилетиях. Ну, этот придурок, будем говорить прямо, это прям неадекват, да. Он ведь вещает, исходя из, скажем так, вполне конкретной утилитарной задачи. Это информационный прогрев темы реформ, да, мобилизационного процесса. И он как бы, ему сказали говорить, он говорит. Что да, там, я вас умоляю, у нас на 10 лет людей, мы только надо разобраться нормально с этим. Ну, полная чушь, конечно. Слушайте, у меня в прошлом году, летом, а потом осенью 25 года был ряд материалов по поводу вот как раз мобилизационного ресурса. В общем-то, ну, в значительной степени вся история подтверждается. То, что я предполагал тогда, хотя я не военный эксперт, по части стирания этого самого ресурса, стачивания. И я предполагал как раз апрельско-майский период, как, если не кризис на ЛБС, то что-то очень близкое по части контингентов. И то, что сейчас затевается, это яркое тому подтверждение. Я тогда говорил о двух кризисах. ПВО, о нем говорят. И фактически вот эта история про реформу мобилизации, это маскировка того самого кризиса, который есть реально, не иллюзорно, конкретно есть кризис с людьми на ЛБС. Единственное, за счет чего украинская линия боестолкновения держится, это дроны. Единственное. В свое время я тогда изучил нормы даже натовские, даже 21 века, да, по состоянию на 25 год. Скорректированные уже нормы по требованию на 1 километр количества солдат для удержания. Но сейчас все нормы пошли, уехали, скажем так, в лес, да, вся ЛБС сейчас не так выглядит, как она выглядела даже еще 10 лет назад. Это не ленточка, это, ну, полоса, скажем так, которая вот островами так, здесь одна сторона, здесь другая, они могут вот так даже почти перемешаны быть, это так выглядит, и держится все за счет дронов с обеих сторон причем. Никакие маневры крупные, тем более прорывы невозможны. И поэтому все нормы были нарушены еще осенью 25 года по количеству, даже натовские нормы, по количеству людей у Украины. Вот на сухопутный кусочек, там, где Днепр как линия выступает, там гораздо проще и меньше людей нужно. И, в принципе, там нормы выдерживаются. Если брать сухопутный участок, это где-то 700-800 километров. Там давно меньше норм и стандартов, натовских даже, количество людей на километр. С учетом фактора неизвестности, неопределенности, как вот эта самая история, которую рассказывает омбудсмен, когда по факту на ЛБС может быть гораздо меньше людей, чем заявлено, это лишнее подтверждение в копилку той самой истории с кризисом. О каких 10 лет, 10 годах при этом можно говорить, я просто не понимаю. Нету просто в достаточном количестве уже людей на Украине. Их, собственно, все, они, собственно, уже закончились. Дальше это просто снимать брони. Дальше это снова тотально проводить, отменять все медицинские решения, да, военно-медицинских комиссий. То есть раскупоривать, ну как они с Киевом сейчас сделали, вот то, что мы обсуждали опять же. Киев, как я понимаю, начали забирать больше, чем предполагалось, ну там даже раньше, даже по непубличным планам, скажем так. Фактически сейчас остался вопрос раскрывать консервы, которые были закрыты в виде брони. И все. То есть, ну, это же понятно, что последствия будут для экономики, для всего, скажем так, даже тыла. Я не говорю даже про промышленность. То есть, ну, а других-то вариантов нет. Других-то вариантов нет. Полицию Ну, снимать. почему нет? Договориться. Нормальный вариант. Нет, мы же здравый смысл не обсуждаем в данный момент. Мы же не про здравые решения. Мы про вот эти вот решения для персонажей, которые живут войной, зарабатывают на войне, которым все хорошо. У них все хорошо. Вот те, кто является бенефициарами в экономическом смысле войны, с чего бы им от войны отказываться? Ну, с чего бы? У них все хорошо. Они не думают о стране, о ее выживании, о линии боестолкновения, где пройдет линия разграничения. И мы много раз обсуждали. Ну, чего им об этом беспокоиться? Их интересует их недвижимость в Европе и по миру, их интересует их шубохранилища, их интересуют их ячейки, их интересуют криптокошельки. И чтобы они спокойно отпетляли, а чтобы этот праздник жизни для них продолжался длиться как можно дольше, потому что такие деньги, которые зарабатывает верхушка
киевской власти нынче не заработал никто. Последний раз, наверное, во время руины отдельные гетьманы были сказочно богаты. Как был сказочно богат Мазепа в свое время, и когда, по сути дела, забрали все, что ему принадлежало, потом по длинной цепочке браков, да, оказался род самый богатый после Романовых Юсуповы. Они по длинной цепочке оказались бенефициарами того, что принадлежало Мазепе. И этого было достаточно, чтобы и в конце 19-го, начале 20 века быть самой большой, скажем так, не императорской семьей, да, самой богатой. Вот тогда, во время руины, очень похожая история, если брать контекст руины, да, и брать нынешнее положение и нынешнюю власть. Очень похожая история. Война – это бизнес и тогда, и сейчас. И тогда были сказочно богаты, и эти сказочно богаты. Какой там Илон Маск? Сколько угодно оценивайте его активы в триллионы. В год Зеленский зарабатывает больше, чем Илон Маск. Больше зарабатывает на всем вот этом вот. Ну ладно вам, слушайте. Илон Маск для него него нищеброд. у него Илон Маск в 2024 году заработал, ну слушайте, даже по официальным отчетам, Илон Маск заработал в 2024 году меньше Ахметова. Ну, послушайте, ну, Зеленского, у него зарплата 28 тысяч гривен, Ермак больше получал. Нам же вот это все, ну, как бы показывают вот это все. Ну, что вы так прям, да. Вообще бедный, несчастный... Зря наговариваю. Летает вообще на чужих самолетах. Вы же видите, как вот это прилетел в Турцию. Господи, у меня слезы потекли. Зачем вы так со мной? Понимаете, ну как? Потужно держится, понимаете? Герой. Тут вопрос, понимаете, вот мы тут о деньгах поговорили, понимаете, но если заглянуть то есть эту ширмочку, да, финансов и реальных вот этих проблем, тут даже не дизель для армии, тут даже, понимаете, тут интересен другой момент еще. Я хотел бы его с вами обсудить, потому что мне кажется, что во многом вот эта вся история с ужасами, которые наблюдаем в городах, на улицах в Украине, он еще держится вот на этом показателе. Выходит Федиенко, народный депутат, и рассказывает, что вот эти все женщины, которые попадают на учет ТЦК, они это, ну как... Ну, они попадают, ну, потому что, ну, нужна статистика. Ну, под статистику. Потом у них проблемы. Они вот это не могут... Так я женщина, я не мужчина. Там данные все точные. Ну, чем докажешь, да? Ну, то есть какая-то странная вот эта логика. Но причина в элементарной бюрократизации вот этой вертикали. И когда вот все говорят об этих реформах, тут же очень важно понимать, если они сунут нос в то, что сейчас происходит внутри ТЦК, то вообще может армия остаться без мобилизации, без от слова совсем. И вот тут начинается уже веселье, да, потому что все равно вот эта инфраструктура не людей, которых там уже отбиваются от них с ножами, с тоже баллончиками, с огнестрелом и так далее. Она же тоже вот, ну, скажем так, может в свое время обернуться против бенефициаров этого режима. Слушайте, да они свалить надеются до того, как это начнет оборачиваться. Или если начнет оборачиваться, да, они свалить собираются. Совершенно уверен, что все у них получится в данном конкретном случае. Что до всех этих реформ, слушайте, вот чего они точно себе позволить не могут, и поэтому все разговоры о гуманизации процесса – полная чушь, они не могут себе позволить сократить вот этот самый поток бурный, ну, истончающийся постоянно, на самом деле, от месяца к месяцу, поток этих самых, ну, будем говорить, крепостных, да, если не сказать грубее, вот туда, в эти самые окопы, вот туда, в эти самые, скажем так, в эту мясорубку, в этот молох, они не могут себе позволить, потому что это ключевой ресурс. Деньги найдутся, техника найдутся. Не найдется, там с лопатами рассказывал известный персонаж, будет воевать. Что-то он не заметен на фронте с лопатой, кстати. А вот люди, если закончатся, как бы там мало их ни было, они все равно опора ЛБС. И вот если люди закончатся, если мобилизация остановится, вот тогда называется «сливайте воду». То есть тогда эти люди, которые являются бенефициарами войны,
ну, будут, что называется, в режиме эвакуации. Такая интересная история пришла. Вот помните, может, танцора такой, Амадео Лопес. Ой, как он танцевал. Приняли, мобилизовали. Ну, правда, потом отпустили. Мать Да, больна. И, в общем-то... танцевала рыба с раком практически, да. Но смотрите, тут же тоже очень показательный момент. Понятно, что это опубличили для того, чтобы вот всех, в общем, узаконить эту историю, что сейчас хватают любого, а ты уже потом подтверждаешь или не подтверждаешь, оформляешь или... Получается или не получается. Или откупаешься, или не Ну, откупаешься. так в этом-то и смысл. То есть, получается Да. у тебя подтвердить твою бронь или твою там право не служить или еще, или не получается. И Смотрите, даже если есть основания не быть мобилизованным, попав в ТЦК, ты все равно откупаешься. Просто суммы меньше. Нет оснований, ты должен будешь очень много заплатить, чтобы выйти оттуда. Если ты попал в лапы этих людоловов, ты в любом случае должен будешь что-то сунуть. Иначе просто закроют глаза на все твои освобождения. Что, мало таких историй? Да за горло, как говорят в Одессе, таких историй. Эта машина еще и по выколачиванию денег из людей, помимо всего прочего. Как любой другой процесс на Украине, связанный там с границей, с правоохранительной деятельностью, с безопасностью на дорогах, да, это такой же процесс, который является пылесосом, насосом, выкачивающим бабки. У нас ТЦКшники сейчас вышли в первые ряды по декларированию доходов и там собственности. Раз за разом сигналы такие приходят. Это какого ж объема у них сейчас на низовом уровне, в общем-то, доходы, что они, бог с ним, декларируя, а там и так, как царь крест, понимаете? А бог с ним, это означает, что показывают они вот, ну там, 1 из 10, 1/10, что называется. А что же поступает наверх, друзья? Это огромная машина, где, скажем так, нелегальное пересечение границы с контрабандистами. Деньги текут? Текут. Нелегальное пересечение границы с пограничниками. Деньги текут наверх? Текут. Нелегальное пересечение границы с СБУшниками. Деньги текут наверх? И текут наверх. Все программы выезда. Деньги текут? Текут. Брони. Медицинские решения. Деньги текут? Текут. ТЦК. Деньги текут. Какие же... Я снова вам говорю. Зеленский зарабатывает больше Илона Маска. Послушайте. Где тут нищеброд Маск по сравнению с этими подками? Когда нам рассказывают, что Украину покинуло с 22 года 6 миллионов, слезы мешают говорить. Слушайте. Я вам скажу так, я по своей даже памяти знаю точно, в 22 году, поток этот остановился в целом, наверное, только к концу 24-го в таких объемах. Нелегально только по линии пограничников покидало в месяц 50 тысяч мужиков мобилизационного возраста. Это весна 22-го, лето 22-го. 50, еще вот надо посчитать все эти остальные. То есть в месяц сотни тысяч человек избегало призыва, либо покидало страну. На самом деле 10 плюс миллионов человек покинули страну. Мужчин мобилизационного возраста либо покинули страну, либо находятся в каких-то защищенных сейчас форматах, брони и тому подобные вещи. Их миллионы, миллионы и миллионы. А теперь посчитайте, если покинуло там 1,2 миллиона, 2,5 мужчин, я думаю, больше на самом деле уже, или забронированы, имеют, скажем так, освобождение от мобилизации сейчас, это может быть и 3 миллиона человек. И каждому это стоило 5, в крайне редких случаях, 10-15 тысяч долларов. Каждому. Если это броня от предприятия, это предприятие рассчитывается еще, да? Бизнесмен рассчитывается. Это миллиарды, это миллиарды. Миллиарды, десятки миллиардов заработка. Понятно, что вся вертикаль на этом зарабатывает. Сколько наверх миллиарды попадают каждый год от этих всех вещей. Что они сейчас собираются? Заново всех обелетить. Это, смотрите, это без батальона Монако. Это без вот этих выплат, как Амунц мне рассказывает, когда де-факто не на ЛБС, а денежка щелкает. Денежка-то щелкает. Это огромное количество, десятки тысяч людей, которые или в тылу числятся, или где-то еще в каких-то частях, но не находятся ни в частях, либо в тылу находятся. Это тоже десятки тысяч людей, и каждый месяц денежка щелкает оттуда. Кто в здравом уме, трезвой памяти, без наличия
какой-то особой совести от этого откажется, скажите мне. Ну и тут у меня просто другой вопрос возникает и зреет, почему я захожу с вами в эту тему. Получается, что эту систему, она в своей вот этой, ну, скотскости, да, по Да. отношению к народу, но она крепка, ее не разбить, потому что крутятся очень большие деньги. Рост, нет, до того момента, пока оно будет само себя поддерживать, пока ну, фронт не рухнет банально из-за того, что ну все, она будет работать, и никто не будет от этого отказываться. По Но он поводу рухнет, фронта. да. Смотрите, вот он рухнет, но как-то не обрушается фронт. Вот тут, ну, он периодически как бы выходит с какими-то заявлениями. Есть такой медицинский батальон, и там, в общем, есть Друзенко такой товарищ. Значит, он говорит, что Украине надо заканчивать войну с Россией, иначе ее ждет гражданское противостояние, распад и руина. По его мнению, за четвертый год боевых действий стало очевидно, Россия не способна захватить Украину, но и Украина не способна уничтожить Россию. Получается, ну, скажем так, модус вивенди, надо сосуществовать, учиться вместе жить, а не вести бесконечную войну на истощение. Я хотелось вот о чем с вами поговорить, да, вот на финишной прямой нашего сегодняшнего разговора. Это ситуация как бы волков в овечьей шкуре. Потому что есть, вот смотрите, на самом деле же посыл, да, Друзенко. Надо Мгм. заканчивать войну. Все равно никуда не денемся друг от друга. Да, там как-то будем сосуществовать. То есть вроде как здравая же история. Но это мир, который предлагается, овечья шкура мира, да, которую предлагают волки. То есть и такого сейчас будет больше. Во-первых, как вы прокомментируете Друзенко, а во-вторых, насколько вот сейчас мы входим в эту историю с нарративами, когда, ну, условно, там какие-нибудь там белые, как это, белый, кто он там, вождь, да, белый вождь Белецкий, или какие-нибудь там еще такие очень отъявленные, начнут там с менторским тоном указывать на очевидные вещи, Так они уже это делают. не Они понимая уже следующий шаг. слушайте, а мы уже давненько достаточно с вами это обсуждали. Кто угодно после Зеленского будет партией мира. Просто потому, что это будет их бенефит по части политической карьеры, возможности избраться в парламент или на самое высокое пока еще кресло, да, в этой стране. Это вопрос про бюджеты восстановления. Это вопрос много-много. Это прям клондайк тоже. Политический и финансовый. И по сути дела, ведь все сидят в режиме, ну, в каком? Когда будет отмашка? Когда будет отмашка на все это, чтобы, будем говорить прямо, чтобы сорваться и побежать, получать свои собственные пряники, даже от кнутов уворачиваясь. Потому что каста, когорта людей, которые являются прямыми бенефициарами войны, она понятная. Все остальные подъедают крохи с этой системы. В политическом смысле все остальные являются пигмеями сейчас. Ну вот так выстроилось в условиях войны на киевских холмах, пагорбах. И, конечно же, все будут чем дальше, тем больше говорить о мире, надевая на себя эти шкуры овечьи или тоги миротворцев. Потому что это просто их уже бонусы и бенефиты. Понимаете? И когда я говорю, что кто угодно после Зеленского партия мира, не надо обманываться. Просто риторика будет такой. Вот и все. Тогда какая перспектива у страны? Я думаю, что редкие случаи, когда вот такой персонаж вещает достаточно разумную вещь. Страна не жизнеспособна на сегодняшний день по демографическим причинам, по части состояния разрушенной промышленности и экономики. И ситуация чем дальше, тем больше будет ухудшаться. Вот декомпозиция, единовластие, декомпозиция, ну, вот система управления государством и регионами, она произойдет раньше или позже. Гражданские конфликты, которые, скорее всего, прорастут как раз из вопросов ТЦК и тому подобных вещей, они неизбежны. Попозже, конечно же, попозже. Пока все это, ну, вот такой сговором неким сковано все, пока еще.
Но если выйдет все в плоскость, например, серьезного конфликта между Штатами и Лондоном, да, за Киев, Штаты могут отдать команду своим, ну, скажем так, клевретам в политике украинской, да. А сейчас все пообрастали и силовой компонентой, и ресурсов у всех, в общем-то, достаточно. Что наши олигархи, ну, они не олигархи с точки зрения политологии классической, потому что не имеют рычагов власти. Ну что, они не располагают возможностями ко всему этому. И финансы они не зарабатывают. Да зарабатывают. Ну, что, Ахметов не зарабатывает сейчас на этой войне? Да зарабатывает ровно так же. Или там кто там, Пинчук не зарабатывает? Зарабатывает. Да даже Порошенко, как бы его ни пытались размазывать по скатерти, да, манной кашей, он тоже зарабатывает на всем этом. Так что возможностей для внутреннего конфликта более чем достаточно. И он неизбежен практически. Выход-то один – здравый смысл и мир. Но не похоже пока. Пасхальное перемирие будет, как вы думаете? Сомневаюсь. Вот даже не буду разворачивать. Сильно сомневаюсь. Не исключаю, и слава богу бы, да, чтобы люди нормально могли прекрасный праздник отметить, да, помолиться, порадоваться друг другу. Но что-то я сомневаюсь. Потому что когда подобные вещи становятся предметом политического торга, всякая искренность оттуда улетучивается. И, соответственно, и возможность о подобном договориться становится минимальной. Поэтому не очень верю, если честно. Зеленский зовет Кушнера, Уиткофа в Киев. Будет стращать тревогами и в бункер водить подземный. Вообще, конечно, очень выглядит удивительно по одной простой причине. Ну, давайте честно. Госдеп США издал, что гражданам США там, в целом ряде стран небезопасно, Украина в том числе, она из него не выходила из этого списка. Зеленский зовет переговорную группу в Киев. Ну вот в чем стратегия вот этого, скажем так, пасхального перемирия? Потребовать его... Ну, или, Для него например, это легитимизация и демонстрация, ну, что ли, якобы, подчеркиваю, якобы, устремлений в направлении мира. Не более того. Это все театральщина, буфонада. Он лицедей был и остается. Это все буфонада. И вызвать Кушнера и Уиткофа в Киев – это тоже буфонада. А вы не приехали? Так это еще и вы не хотите мира. Не только Путин бу-бу-бу-бу-бу, не хочет мира. Еще и вы, Дональд Фредович, не хотите мира, потому что ваши переговорщики не приехали. А я занят, мне некогда кататься по вам-то. Приедьте ко мне поговорить. Это ну да, все я лучше в Сирию съезжу, да, там очень важно. конечно, там родственные души, понимаете. Там они похожи даже физически между собой. Приезжайте, я вам сыграю на рояле, понимаете. Ну, это еще и издевательство определенно. А, Трампу понятно, что сейчас не до Украины. Не до Украины вообще. То есть это видно все. Европа, понятно, сейчас в своих, скажем так, стенаниях по поводу энергетики и всего остального дадут денег, не дадут, непонятно. Непонятно. Мы видим, что там какая-то есть просадка как раз-таки до выборов в Венгрии. И она будет, она очевидна. Сейчас я не знаю, то есть вы своим профессиональным политтехнологическим взглядом рассудите. Значит, букмекеры ставят, что Орбан проиграет. Рейтинги тоже там показывают. Другие говорят, ребята, успокойтесь, неважно, кто там выиграет, кто проиграет, важно, кто коалицию сформирует и какой премьер будет. Третьи еще что-то говорят. Понятно, нефтепровод «Дружба» как перепона к этим 90 миллиардам. Формальная, на самом деле, формальная. Ну и тут Фица, который тоже вступает в игру по этому же поводу. Вот эта страстная неделя с точки зрения венгерского вопроса, она какой будет и куда, по крайней мере, сейчас движется все? Давайте так. Я бы 60/40 отдал преимущество все-таки сценарию, что Орбан сохранит власть. Все непросто для него, действительно. И работа против него ведется очень большая. И будем говорить, тут есть единомыслие у Европейского Союза, преимущественно у фон дер Ляйен, Германии, да, они как бы прям вознамерились его снести. И работу ведут серьезную. В любом случае, если Орбан удержится, это будет непросто для него. И по части голосования как такового, и по части протестов, которые я бы очень серьезно ожидал. Попытки Майдана Будапештского, банально.
антиорбанского. Если ЦИК венгерский заявит о его победе. Я думаю, что это будет почти неизбежно. Но мне кажется, что удержится. Я бы делал ставку, как политтехнолог, на то, что удержится, потому что и Штаты прилагают серьезные усилия для того, чтобы он удержался. Прям серьезные усилия прилагают. Поэтому скорее Орбан, вот скажу так. Хотя нефтепровод «Дружба» сейчас это комфортная история для европейцев. Да, фон дер Ляйен пообещала деньги Зеленскому. Не публично. Из тех самых экзистенциальных ресурсов, да, как бы назовем их так. Но большинство правительств Европы счастливо, что есть Орбан и Фицо, как повод не выделять эти деньги Украине. Потому что сейчас, мягко говоря, не до того, и турбулентность разворачивается, серьезнейшая турбулентность разворачивается на европейских рынках и в европейской экономике. Не до Украины им точно. Фон дер Ляйен может какие-то личные волевые решения реализовать. Не уверен, что это будут суммы достаточные, но что-то выделят, я почти уверен. А вот в самом кредите, там, недорепарационном, я сильно сомневаюсь. И им просто, что называется, в тему и Орбан, и Фицо в данном случае. Но это будет потом. Смысл в том, что, скорее всего, если вдруг победит Мадяр, будет все то же самое. Он будет просто все то же самое по части украинского вопроса. Да, Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен, что нашли время и поделились своими мыслями. Друзья, подписывайтесь на Михаила, ссылки в описании к этому видео, Telegram, YouTube. А также не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Увидимся обязательно. Всем добра и света. До скорого.